Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И да, это Last Day и Кратер. Я, может быть, не уделяю должного внимания Кратеру, так как это было раньше, но все-таки в свое время уровень моего бизнеса достиг 100-го. И я хотел бы также сказать, что сейчас, как никогда, я нуждаюсь в вашем лайке и комментарии. Написав комментарий, буду очень вам благодарен. Поставьте лайк, за это тоже отдельная благодарность. Торговля доходит до своего уровня, собираю, бывает, здесь вот такие нашивки, больше, в принципе, таким и не занимаюсь. Я поскреб по сусекам и нашел очень много интересных материалов и сделал вот такой вот ролик. Зачем? Ответить на вопрос. Играю ли я в кратере? Да, играю. Да, мало? Очень мало. Но у меня есть и оружие, у меня есть и броня, и много чего интересного по ресурсам. Также у нас есть здесь клан. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях, и я буду очень рад вам ответить. А сейчас, что может быть лучше, чем просто отправиться на слитие боссов? Да, несколько слития боссов и посмотрим, что с них выпадает. Это будет мегалодонски круто, ребят. Да, в сегодняшнем видео мы немножечко побороздим просторы кратера. В этом видео мы потрудились довольно-таки серьезно и сразу же несколько раз убили пожирателя, как минимум больше 10 раз. По-моему, 15 раз мы убили пожирателя, и хотелось бы показать не только самоубийство этого злостного босса кратера, но и также показать, насколько суровый лут с него выпадает. Но вы уже не скупитесь. Поставьте свой лайк, напишите комментарий, обязательно подписывайтесь на канал, если заранее этого еще не сделали, потому что, за каждое старание нужно быть какое-то вознаграждение. Спасибо всем заранее, ребят. Итак, старание, спасибо заранее. Мы убиваем первый раз пожирателя довольно-таки на изи. ХПшки улетает, он отхиливается и все такое. Естественно, подпускать пожирателя поближе к себе лучше не надо. Каждый его вот этот вот удар сносит практически больше 90% хп. И вы знаете, что только убегая от него и убивая специфическим способом, агрится он на вас, стрелять в него не нужно. Просто убегай, пока твой соклан не переагрит на себя. Итак, первый раз мы получили довольно-таки скудный лут. Там был всего лишь глок и какой-то фильтр. Но зато мы получили кучу всяческих крутых ингредиентов. Именно они ценятся в торговле в нашем кратере. Я не думаю, что чем-то удивить вас здесь можно будет на все 100%. Но вы можете сейчас, прямо сейчас написать, играете ли вы в кратере и до каких вы уже высот дошли. Насколько у вас сурово прокачан ваш персонаж и какого уровня у вас уже торговля тоже прокачана. Итак, мы видим, что пожиратель второй таки довольно неплохо дается. Обратите внимание, что каждый раз мы приезжаем на одинаковых чопперов. Пользуемся, естественно, одинаковым оружием, чтобы было немножечко приятнее это все смотреть. Я заметил, что пока что только Фиксинтерекс обязательно попадает под жесткие плевки нашего пожирателя. Но это только начало. И мы начинаем, естественно, второй раз тоже его сливать. Он яростно сопротивляется, но это ему никак не поможет. ХП он отхиливает очень жестко. Залетаем, смотрим, уже 2 револьвера и очень много крутых ресурсов. В этот раз еще круче байки. Я думаю, что вы можете также в комментах написать, какие байки из этих вам больше всего понравились. Мне кажется, что подобные видосы должны выходить чаще. Если вам интересно, естественно, пишите свои идеи, и мы обязательно их используем. Опа, практически попал по нам наш пожиратель, но тем не менее уже справляемся с ним намного лучше, потому что наше оружие МП, и оно уже дамажит в разы круче. Ну-ка, на-ка, пожиратель, получи-ка. С МП вообще идеально его разваливать. МП это топ.
МПхи вообще валят довольно-таки прикольно. И как же приятно, что в кратере убрали промахи. 66 топового урона в самой крутой броне, которая только может существовать в кратере. Вот это жесть. Представьте себе, это только один удар. Под один удар попался и такой урон получил. Ну-ка, пожиратель, чекнем, что у тебя. О, самодельная винтовка и еще части брони. И очень мало времени на то, чтобы рассмотреть, что же с него выпало. Но я думаю, что сегодня мы как бы смотрим на все убийства нашего пожирателя. И как минимум можно будет сложить такую вот картину. Одного сета и одной МПхи хватает, чтобы убить несколько раз пожирателя. Поэтому вы МП меняете как минимум на хорошие ресурсы, как минимум на довольно-таки неплохие части сета. И самое главное, что на один, а можно так и сказать даже на два огнестрельчика. Итак, пожиратель уже какой раз больше всего сопротивляется и уже больше агрится именно на моего персонажа. Это значит, что мы его явно передамаживаем. Отхиливается он, по-моему, по 80 хп, если не больше. Но вы видите, что если так по-умному его убивать, то это довольно-таки, ну, я думаю, что круто получается. Ну-ка, на-ка, пожиратель, получи-ка. Пожиратель опять отжирается, но это его не спасет, только минусанет его все хп. Вышли с круга поражения, и тут у нас что? Наш пожиратель падает обязательнейшим образом. Просто-напросто чекаем револьвер. Фильтры, всякие пружины, проволока. Это только начало. Бывают очень крутые вещи. Здесь реально можно подняться в кратере, зато торговать будет чем на 100%. Пожиратель. Отлично. Проблевался. И, конечно же, еще одно убийство не за горами. Если хорошенько вот так вот приобщиться, то можно его сливать очень много и часто. Фигач, как вы видите, дамажит винтовкой, почему-то на него он больше всего и чаще бежит. Значит, все-таки по урону винтовочка передамаживает МП. Может быть и правда винтовка покруче теперь, чем МП. Ну, это, о, теперь на меня огранулся, значит, он... Не, все-таки на винтовку опять бежит, и опять фигач немножечко там в щи получил. Сейчас хп там восстановит. Ну и я так понимаю, что как только он начинает хилиться меньше 1000, он уже получает в щи. Тут сейчас отбегаем, и все, сейчас его убиваем. Тут, ну, как бы все слажено. Все получается однозначно практически одинаково. Два револьвера и следующий захват. Прям круто, прям идеально. Мы сейчас на месте, в котором можно получать кучу опыта, кучу всяческих талончиков и, естественно, самое главное, что ресурсы для торговли теперь уже, можно так сказать, в доступе. Расстреливаем пожирателя очередной раз. Уже две винтовки валят, по 32, по 38. Смотрите, как ему не нравится, что его кусают вот эти вот комары, но тем не менее все-таки все близится к концу. Тягач сейчас получил жесткий урон. Вы видели, насколько много урона он получил? Но сейчас, как говорится, папарацци фотографируют его сразу 3 фотика, и Терекс опять получил плевок жесткий. Так, если тягач сейчас не выбежит с круга, то нет, вроде бы успел. Но самое главное, тут успевать отхиливаться. Если ваши хп немножечко подстрадали, то вы можете и не выжить после его жесткого вот такого вот прыжка. Тут главное выбежать вовремя. Главное, естественно, вот так вот слаженно стрелять по нему. Нажимаем револьвер. Чаще всего револьверы падают. То есть один раз только мы получили самодельный дробовик. Все остальное время у нас получились самопалы, или как я их называю, то есть я их называю самопалы, а это револьверчики. С МПхами, о, Xinterex даже взял револьвер. Ну, с револьвером, конечно, не так ярко все получается, но тем не менее очень таки все прикольненько. Все близится к явному концу, и вы видите, что пожиратель становится уже не таким уж и злым боссом, а все-таки добычей.
Добыча, которую хотелось бы забрать. Добычу, которую сразу же хотелось поделить. Я думаю, что его бесполезные вот эти сопротивления, хотя я вам скажу, что достаточно одной ошибки для того, чтобы уже он злорадствовал. Он уже очень, таки, скажем, неприятным своим уроном, действием может сразу минусануть одного члена вашей команды, и тогда все не так уж и хорошо случается. Так, ну что, здесь явно уже видно, что как только он перестанет хилиться, падет смертью храбрых. Револьвер и все-таки фильтры. Очень круто, заход за заходом, убийство за убийством. Я думаю, что, конечно же, это как минимум интересно. Я думаю, что ваш лайк это самое прикольное вознаграждение за то, что мы проделываем. Пожиратель это очень жесткий босс, но есть еще жестче. Если этот видос наберет больше 3000 подписчиков, говорю, 3000 просмотров, мы обязательно отправимся на следующего шахтера. И именно на шахтере тоже мы сможем как минимум немножечко попотеть, но все-таки несколько раз его слить. Там уже и вознаграждение покруче, да, я вам скажу, и убить его потяжелее. Но пожиратель, можно так сказать, после нескольких попыток становится уже таким себе легким, своеобразным боссом, над которым можно, конечно, получить звездюлей, но больше всего и чаще всего получает он. Слили мы его 14 раз. Это все, ну то есть все оружия, которые у нас были, мы потратили на него. Так, что у нас? Револьвер. Всего лишь навсего хотелось сказать одно. Если бы с него еще падала броня, вот эта самая крутая, то обязательнейшим образом, я думаю, что было бы намного круче. Так как с него скаутская броня падает, то так себе представление. Хотелось бы, конечно, намного лучше. Так, бабах. И он опять побежал на вованчика. Не, он пошел хилиться. 3 МП просто крутит. С 3 МПшек расстреливаем его. Он даже не понимает, что с ним случилось, потому что ХП его уменьшается в геометрической прогрессии. И это просто можно назвать топом. Самый топовый способ. Мне кажется, что если бы взять еще здесь турнир, то за этого пожирателя можно заработать неплохие очечи. Ну и мне кажется, что можно также получить довольно неплохие бонусы в конце. Еще и турнирчик выиграть. Бабах. Так. Тут уже револьвер. Револьвер, настало твое время, но тем не менее револьвером тоже можно много чего сделать. Самодельный дробовик. Именно это самодельная винтовка и самодельный дробовик уже с активочкой. А вот эта вот активочка, это выстрел картечью. Довольно неплохо, если против вас несколько противников. С одной стороны, несколько противников это не проблема, но его урон не такой уж и крутой, чтобы похвастаться. Так, тягач получил. Практически был слит. Но выдержал. Все-таки успел вовремя убежать. Расстреливаем. Естественно, МПхи кончается быстрее, чем хотелось бы. Естественно, все, что у нас тут делается, это только к лучшему. И те ресурсы, которые будут получены в итоге, я думаю, ну, может и не хватит для возмещения всего урона. Но все-таки где-то в ноль можно выйти, оставив себе весь огнестрел, который остался. То есть, если продать фильтры, пружины и все, что здесь получилось, во-первых, я понимаю, что каждый бы сказал, что невыгодно. Но с другой стороны, представьте, сколько уровней мы сможем прокачать своему клану, а вот и самодельная винтовочка. И я думаю, что как минимум, чем дальше, тем лучше. Вы видите, что огнестрел здесь выпадает с модулем. Самодельная винтовка, я даже не знаю, какой активочкой бахкает. Если бы щит с активкой, это самое топовое, что здесь есть. Я думаю, что каждый со мной согласится и скажет, что щит с активкой это очень круто, очень топово. Но он пошел хилиться. Я не знаю, выпадают ли здесь щиты, но мне кажется, следующего босса точно выпадает. Вот куда нужно идти. Итак, пожиратель, настало твое время. Пожиратель, мы, как говорится, делаем свое дело. 2000 хп очень быстро превращаются уже в меньше и меньше хп.
1400, 1300, и каждый раз похож на предыдущий. Мы его сливаем, просто даже не потея. Это, я вам скажу, довольно-таки серьезные результаты. Итак, пожиратель, настало твое время. Ну-ка, посмотрим-ка, что ты нам дашь. Итак, 2 револьвера, 1 с активкой. Довольно неплохо. Каждый раз новые чокеры. Вот это, конечно, замудрились. Вот это, конечно, сделали. Ну, я думаю, подобные видосы, как минимум, должны по просмотрам набирать неплохие результаты. Что тогда, как не такие видосы, что тогда будет лучше смотреть, ребята, не как вот эти вот видосики, в которых несколько раз в кооперативе, в мультиплеере мы слили сурового жесткого босса. Так, пожиратель, настало твое время. Вроде бы все происходит очень круто. И я думаю, что мы сейчас будем еще раз свидетелями лутания довольно-таки неплохого лута. Так, босс, настало твое время. Это уже 13-й раз мы его сливаем, насколько я понимаю. 13-й раз у нас уже, можно так сказать, он выходит с этого контейнера. Представьте, сколько энергии на это потрачено, сколько времени. Это просто видос, в котором показано только то, как это делается. Но вы представьте себе, сколько же усилий, сколько дней на это потрачено, ну, часов, фарма и оружия, брони. Поэтому вознаграждение не должно себя заставить ждать. Последний. 14-й раз. Я думаю, что это не самый такой выделяющийся момент, но тем не менее можно здесь тоже понаслаждаться. Очередной раз, который, как вы видите, уже взяли все, что у кого было, там уже по огнестрелу практически не осталось. Пожиратель делает много чего. Итак, пожиратель, настало твое время. Мы, естественно, расстреливаем его с разных оружий. Отлично. Держите, товарищ. Well done. Ну, короче, у нас здесь происходит та же картина, которая была и на прошлых разах. Здесь с револьверами уже решили справиться с нашим пожирателем, поэтому это будет совсем немножечко дольше. Хотя, как вы видите, начали суетиться. Если начали суетиться, то может быть очень и очень таки неприятно. Так, пожиратель. С револьверами очень, конечно, долго сливается, но зато он не так активно хилится. А вот и ай-яй-яй, почему-то еле-еле успел он выйти, потому что был оплеван и был замедлен. Здесь он по сотке хилится, то есть я думал по 80, он все-таки по 100 хп отжирается, и на меня был согрелся, значит я нанес больше всех урона. Чем больше ты урон наносишь, тем чаще он на тебя грится. Здесь уже начинают все бегать, все суетиться. Понимаем, что что-то идет не по плану, но зато все-таки хп у него уменьшается, и уже, ух ты, что, 500 хп. Прикольно. То есть все-таки револьвер делает свое дело. 25 урона, 17 урона. Вот что можно сказать про револьвер. Он довольно-таки топово себя чувствует. И я думаю, что да почему ж ты, во, нормально, нереально. Что? Еще один револьвер. Как минимум, это все было прикольно. Надеюсь, оно заслужило на ваш лайкосик, на вашу подписку и обязательно на комментарий. Вот такой видос, который заслужил на лайкос. Всем удачи, пока. Мы увидимся в следующем видео, ребят.